Новый теракт в Европе. Россия сбрасывает самую тяжелую бомбу с начала войны, а польский замминистра ведет себя неадекватно на важных переговорах, но граница вроде как разблокирована. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Шойгу приказывает работать в 3 смены, а некому, даже на оборонку. Чего вы тут налаживаете? Вы должны пахать в 3 смены. Мы пашем. Вот, у них тут буфет вот тут должен быть. О чем договорились украинские и польские кабмины в Варшаве, о чем не договорились. Это выглядело плохо, потому что после выступления Колодейчика нить взаимопонимания была потеряна. И грозит ли США кризис из-за государственного долга? Пока американцы своим печатным станком могут рефинансировать собственный долг, им ничего не угрожает. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии. Это очень помогает расширять количество наших подписчиков. Да, ну и, кстати, не забывайте подписываться. Поехали. Еще один теракт в Европе. 4 посетителей кафе захвачены в заложники в нидерландском городе Эде. 150 домов эвакуировано, полиция не сообщает деталей. Местные медиа пишут, что человек, захвативший заложников, может быть опасен. Нидерландская полиция сообщает, что 3 заложников уже освобождены из кафе. Операция продолжается, и в настоящий момент версия теракта не рассматривается. Британская разведка обнародовала кадры недавней атаки на Севастополь. Обстрел 24 марта там называют успешным и перечисляют цели, которые были поражены. Это центр связи Черноморского флота РФ и несколько кораблей. 2 десантных корабля класса «Рапуха», резервуары и 1 разведывательный корабль класса «Юрий Иванов» также были повреждены в результате этих ударов. Другие дорогостоящие корабли, которые используют портовую инфраструктуру Севастополя, вынуждены были выйти из города и отойти дальше на восток. Британская разведка отмечает украинские успехи в борьбе с Черноморским флотом Российской Федерации. Россия впервые применила 1,5-тонную авиабомбу и сделала это на Сумщине. Россияне атаковали поселок Великая Писаревка. После удара ОДАБ-1500 в небе поднялось облако дыма высотой в километр. Об этом пишет эксперт по анализу открытых данных Юлиан Рёбке. ОДАБ – это объемно-детонирующая авиабомба. Это термобарический снаряд времен СССР, который примерно за 10 метров до попадания в цель выпускает горючую жидкость в виде аэрозоля и поджигает ее. Это называют объемным взрывом. Такой боеприпас имеет большую силу поражения, чем обычный. Действительно, российский министр обороны приказывал увеличить производство управляемых авиабомб, которые могли бы нести 3 тонны заряда. Российская экономика и заводы перестраиваются на усиленный режим работы и на военные рельсы. Только вот людей не всегда хватает. Она выделила огромные деньги на то, чтобы вы могли здесь производить то, что нам надо. Огромные деньги выделили. И все напрягают, все делают все для того, чтобы это оборудование пришло сюда. А у вас на такое количество стран, тут их больше 30 стоит, и 3 наладчика. Чего вы тут налаживаете? Вы должны пахать в 3 смены. Мы пашем. Вот, у них тут буфет вот тут должен быть. Действительно, использование 1,5-тонной бомбы для россиян оправдано именно на Сумщине, а не на Востоке, во всяком случае пока. Потому что это все еще испытание, во-первых, а во-вторых, в самолет, несущий такой снаряд, легче попасть. Если Ту-22 приспособлены для этого, поэтому, я думаю, наше руководство думает о том, как бы бороться с этими средствами доставки, то с Су-34 2 бомбы должны там сбрасываться одновременно. Но действительно, с точки зрения противовоздушной обороны, я вот как специалист по этому направлению хочу сказать, что повышаются характеристики самолета с такими бомбами, как воздушные цели для уничтожения средствами противовоздушной обороны. На что они в условиях, когда понесли достаточно существенные потери своих летательных аппаратов, и Су-34, и Су-35, просто так пойти не могут, поэтому ищут какие-то компромиссы, какие-то возможности по повышению
применения вот этих управляемых авиабомб, которые так или иначе, они показали свою эффективность с их точки зрения. Украинский премьер-министр заявил о разблокировании польско-украинской границы. Говорит, активный диалог проводится, план деблокады исполняется. Это должно было бы означать, что переговоры между двумя правительствами прошли успешно. Хотя сейчас в медиа появляются подробности, а в некоторых случаях и обвинения в адрес некоторых участников этих переговоров. К примеру, замминистра сельского хозяйства Польши. Ряд СМИ написали о том, что именно он сорвал переговоры. На этапе, когда все были готовы к компромиссу, буквально взорвался и, дождавшись, пока министр Секерский выйдет, набросился на представителей украинской делегации, как говорят очевидцы. Это выглядело плохо, потому что после выступления Колодейчика нить взаимопонимания была потеряна. Конечно, свои аргументы нужно приводить решительно, но не нужно прибегать к агрессии. Не знаю, закончилась бы встреча договоренностью, но действия заместителя министра точно не приблизили нас к ней. Европейская правда цитирует другого участника встречи, президента Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Алекс Лиссица, который утверждает, что Колодейчак пожелал Украине быть захваченной Путиным, потому что, цитирую, «так вам и надо». Сам замминистра объяснил свое поведение в интервью польскому каналу ОНЕТ. У нас были некоторые договоренности, которые должны были вступить в силу с 1 апреля. И теперь эти соглашения переносятся. Это ставит под сомнение авторитет украинской стороны. Какая такая секретная договоренность должна была вступить в силу, замминистра так и не сказал. Многие участники встречи говорят, что было похоже на то, что польский чиновник был под действием каких-то веществ. Но, естественно, это все только субъективное предположение. Понимая ситуацию, у нас обчислили, что более 200 тысяч тонн каждый месяц через инфраструктуру Польши мы могли бы переваливать. Плюс, понимая на следующие 2 месяца, что те контракты, которые мы имеем, мы бы хотели завершить. Но, опять-таки, повторюсь, через действие этого замминистра Колодейчика этот вопрос отпал, потому что он выводил время от времени представителей ассоциаций польских аграрных, хотя они понимали и адекватность предложений, и готовы были с этим согласиться. Но это, к сожалению, отпало, и поэтому вопрос перекрытием и возможности осуществлять транзит, он остается таким нерешенным. Но были решены вопросы касаемо сахарной отрасли. Непосредственно было предложение, что на следующей неделе между профильными ассоциациями Польши и Украины состоится диалог. Также состоится диалог касаемый малины, потому что малина тоже один из факторов, который хотела бы решить Польша в контексте лицензирования, но этот диалог будет продолжен уже в Литве. Теперь будем ждать заявлений о перекрытии литовской границы польскими фермерами. Получается так. Украина договорилась с США об отсрочке в выплате государственного долга. Такое сообщение появилось на странице Украинского министерства финансов. Видимо, именно поэтому российские медиа начинают активно раскачивать ситуацию с якобы катастрофическим размером американского государственного долга, который может привести к чрезвычайно плохим последствиям. Пропагандистские медиа ссылаются на анализ главы инвестиционного фонда BlackRock Ларри Финка. Существует плохой сценарий, при котором американская экономика начнет напоминать японскую в конце 90-х, начало 2000-х, когда долг превышал ВВП и приводил к периодам жесткой экономии и застоя. Но Ларри Финк говорит именно о худшем сценарии, то есть, как обычно, для любой ситуации в экономике просчитываются как минимум 3 – лучший, нормальный и самый худший. На сегодняшний момент в мире есть 2 резервных валюты. Это доллар США и евро Европейского Союза. Это валюты, которые могут быть использованы во взаимных расчетах между странами. Соединенные Штаты Америки, их федеральная резервная система, печатает резервную валюту, которую на сегодняшний момент принимают в качестве оплаты за сырье и материалы, необходимые для американского производства. Более того, на сегодняшний момент крупнейшие экономики мира, например, китайская, имеет огромный объем резервов, собственно, в долларе. Триллионы. До тех пор, пока американцы своим печатным станком могут рефинансировать собственный долг,
им ничего не угрожает. Но тем не менее на сегодняшний момент за сырье оплата только в долларах. Россияне попробовали перейти на оплату за свое сырье в не свободно конвертируемой валюты. Юани и рупии. И чем это закончилось? У россиян, насколько я знаю, там 35 миллиардов долларов в рупиях. И когда они тыкнулись на индийский рынок для того, чтобы что-то купить за эти деньги, им сказали, а товаров для вас нет. Максимум, что вы можете сделать, это использовать эти рупии для вложения в индийскую экономику. Все. С юанями ситуация чуть-чуть легче, но любая операция в юанях нерезидентом будет требовать специального разрешения Народного банка Китая. Похоже, пропаганда, как обычно, дает осечку, но ведь никто не будет проверять, как на самом деле, правда? США, Япония и Филиппины начинают совместное патрулирование Южно-Китайского моря для противодействия Китаю. Об этом пишет Политико, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника. Решение принято на фоне обострения территориальных споров Китая, Филиппин, Вьетнама, Малайзии и Брунея из-за архипелага Спратли. США и Филиппины уже проводили совместное патрулирование, но Япония присоединится к ним впервые. Это должно хоть немного сдержать Пекин. В МИД Китая заявили, что китайские силы, цитирую, продолжат предпринимать решительные шаги для защиты своих территориальных интересов. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, жду ваших лайков, репостов, комментариев, любой вашей реакции, это важно, и это нужно, и это совсем недолго. Но у меня на этом все, до встречи и хороших вам новостей.